Здравствуйте! Салам алейкум! Сегодня мы продолжаем тему кавказской, чеченской кухни. У меня в гостях удивительная женщина Амалия Эдельханова. Прошу вас. Амалия – преподавательница кулинарных курсов, живет в городе Аргун, но работает, можно сказать, по всей Чечне. Во всяком случае, мы с ней познакомились в городе Урус-Мартан, где у нас проходили съемки кулинарной передачи. Добрый день, Сталик. Очень рад вас видеть в нашем доме, Амалия Ханум. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, что мы сегодня будем готовить. Мы сегодня будем готовить одно из любимейшее национальное блюдо, наше чеченское. Это хингалш. Это лепешки с тыквой. Вот с этой тыквой? Да. Прекрасно. Давайте я вам немного сегодня помогу. Что мне сделать для начала? Да, мне понадобится ваша помощь. Нужно разделать вот эту тыкву, разрезать на части и поставить отварить. Тесто у нас довольно-таки простое. Это мука, кефир, сода, соль и все. Традиционное чеченское тесто. В Чечне мало готовят тесто с дрожжами. Большинство кулинаров предпочитают готовить тесто на кефире и на соде. Так чеченскому народу вкуснее. Так считается вкуснее вообще в целом на Кавказе. Это региональная особенность. Теперь добавим сюда кефир. Сколько вы взяли муки? Хотя бы примерно скажите. Килограмм будет муки. Килограмм муки. Да. А сколько здесь кефира? 500 миллилитров. И остальные продукты, что вы сюда еще положите? Ну, понятное дело, соль. Да, соль. Сейчас. Сколько? Пол чайной ложки соды нам надо сюда и 1 чайную ложку соли. Итак, пол-литра кефира. Берите кефир хотя бы комнатной температуры. Пол чайной ложки соды и чайная ложка соли. Очень простое тесто. И обратите внимание, что Амалия замешивает тесто руками. Амалия Ханум, расскажите немножко о себе, о вашей семье, о том, как вы пришли в кулинарию. Моя история довольно-таки банальная. Ничем не удивлю, что вот эта любовь к готовке еды у меня перешло от моей мамы, так как моя мама тоже очень хорошо готовит. В детстве наблюдала за ней, как она принимала гостей. У нас всегда был полон дом гостей. Вот, и постепенно я начала более интересоваться этой профессией, начала ходить на различные курсы. Но, к сожалению, чеченской книги у нас не было с нашими рецептами. Надеюсь, теперь вы исправите вместе с Хадижат это дело. Нет, вы являетесь одним из соавторов этой книги. Это большая честь для меня. Идея написать такую книгу родилась прямо во время большого кулинарного праздника, который проходил на главной площади города Грозный. Мне подошли и сказали: давайте сделаем книгу о чеченской кухне. Помогите нам. Я вышел на сцену к микрофону, и мы объявили при всем народе, там было, может быть, 40 тысяч человек, что вот родилась идея написать первую книгу о чеченской кухне. И я поставил условие, что я, Сталик Ханкишиев, не должен являться автором этой книги. Я здесь только помощник, а автор этой книги – чеченский народ. Очень много рецептов, которые давали кулинары, вот такие преподаватели кулинарных курсов, как Амалия, простые люди, просто оказавшиеся рядом по соседству, приходили и давали нам свои рецепты, и даже готовили, и мы это все фотографировали, снимали, поэтому эта книга – подлинно народная книга. Это книга, которую пишет народ. Я, знаете, хочу сказать, забегая немного вперед, о том блюде, которое сегодня готовит Амалия. Еще раз повторите название, чтобы наши зрители запомнили. Хорошо. Это хингалш по-чеченскому. Лепешки с тыквой. Вот я замесила такое мягкое тесто
пока мы разговаривали, беседовали. Вот. Это тесто, оно готовое, теперь его нужно положить в пакетики, чтобы оно отдохнуло. Прекрасно. И ждем. Очень просто все. В чеченской кухне все очень просто. Порезал, залил водой, накрыл крышкой, поставил на плиту. Да не, ну какая же это реклама? Это рассказ о том, как мы любим готовить и умеем снимать хорошую еду. Ну или толстый намек на то, как могла бы выглядеть ваша реклама, если бы вы разместили ее у нас. Да это была бы просто огонь, а не реклама. Ну а пока наслаждайтесь и приятного вам аппетита. Итак, уважаемая Амалия, вот тыква и сварилась, Да. и уже даже и остыла. Воду с тыквы безжалостно слили. Тесто тоже готово. И посмотрите, какое замечательное тесто. Что мы сейчас будем делать? Рассказывайте, пожалуйста, научите нас. Теперь берем тыкву, мы же с кожурой ее отваривали. Теперь аккуратненько вот так перекладываем в чашу. Только сладкую часть. Да. Тыкву вот, прямо соскабливаем, можно сказать, от кожуры, то, что можно. Потом нужно это все размять или толкучкой, или как современные хозяюшки, можно блендером прооперировать. Это как удобно будет. Итак, тыква и тыква. Да. Ничего мы в нее не добавляли, когда варили. Ни соли, ни перца. Расскажите, пожалуйста, что вы сейчас с ней будете делать для того, чтобы придать тыкве более богатый вкус? Мы отделили вот эту тыкву от кожуры. Теперь мы добавим сюда сахар. Так, И единственная приправа, которая сюда добавляется, это чабрец. чабрец. Всеми любимый на Кавказе. В Чечне особенно. Вы знаете, в горах Кавказа растет множество трав. Попадаешь в горы, и просто голова кружится от ароматов. Все травы пахнут очень вкусно. Но одна из любимейших трав на Кавказе – это чабрец. Например, в Азербайджане с чабрецом Чуть-чуть чай соли. заваривают. Немножко соли, Да, то есть да, и соль, и чуть-чуть, сахар. А в Чечне молотый сухой чабрец добавляют в очень многие блюда. И вот меня удивляет, что в довольно сладкую начинку из тыквы добавляют, оказывается, и чабрец. Это для меня новость. Так чем же мы все-таки будем пюрировать тыкву? Бабушкиной толкушкой или современным блендером? Что вам больше нравится? Вы Давайте говорите. попробуем сначала. Толкушкой. Да. Толкушкой. Традиционно. Блендер-то есть у нас. Но мне почему-то кажется, что толкушкой будет вкуснее. Такая готовая масса у нас получилась. Это у нас идет как начинка Начинка для для нашего теста. хингалш. Хингалш, да. Лепешечка с начинкой из тыквы. Все. Мы еще только говорим об этом, а у меня уже, как пишут комментаторы в Ютубе, слюн полный рот. Почему? Потому что в Чечне любой обед подают на стол много еды. Наелся, кажется, уже вдоволь. И ничего больше не поместится. И тут приносят хингалш. Лепешки с тыквой, обильно политые растопленным маслом. И опять ешь так, как будто бы еще ничего не кушал. Ну Тесто давайте. у нас отдохнуло, теперь мы приступаем. Тесто очень красивое получилось. Ох, какое тесто. Да, оно должно быть мягкое. Оно и мягкое, и оно, посмотрите, какой цвет у этого теста. Посмотрите, какая текстура у него. Да. Оно гладенькое, идеальное тесто. Люблю работать с этим тестом. Мы уже второе блюдо с ним, таким тестом делаем с вами. Насчет первого блюда мы снимали его в Чечне. Это были удивительные галушки, которые мне, например, очень и очень понравились. И знаете, что произошло? Я вам сейчас расскажу. Но сначала я расскажу,
Что происходило со мной, когда я был начинающим кулинаром вот здесь, в Москве? Очень интересно послушать. Многие люди меня уже знали, потому что у меня вышли книги, и очень часто мне звонили с телевидения. А можно мы приедем к вам и снимем, как вы готовите? И мы покажем это в такой-то программе, либо в такой-то программе. Приезжают, мы готовим, все снимают, камера перед моим лицом помашут. Мы обзваниваем всех родственников, всех знакомых и говорим: смотрите, такого-то числа такую-то передачу. А там эту мою кулинарию не показывают. И даже не позвонят, даже не извинятся, что так и так, у нас там что-то не получилось, там какие-то планы изменились. Как будто так и надо, а мы потратили целый день. К моему огромному стыду, точно такая же ситуация произошла в нашей съемочной группе. В прошлом году мы поехали снимать Чечню, снимали множество кулинаров, и среди них Амалию. А потом я смотрю, фотографии есть с ее работой, а видео нету. И Амалия спрашивает меня: а когда же вы покажете мое видео, в котором я принимала участие? Я спрашиваю у Паши, нашего прошлого режиссера, сейчас он уже с нами не работает. А он руками разводит. Потерялась, стер нечаянно. Вспоминая, как мне самому было неприятно в такие моменты, я решил исправить эту ошибку и пригласил Амалию к нам в Москву. Теперь Амалия снимается не в Чечне, а в Москве, в нашей студии. Амалия. Мне было безумно приятно, да. Неожиданно, когда вы позвонили, мы прямо как положили трубку, там кричали, хлопали. Да ладно. Сам Сталик позвонил, пригласил в Москву на съемки. Иншаллах. Это говорит о вашей порядочности. Иншаллах, пройдет какое-то время, Амалия, и вы позовете или нас с моей супругой, или, может быть, уже там наших детей позовете к себе в Чечню, в Аргун или в Грозный, где у вас будет точно такая же специальная кулинарная студия, в которой вы будете снимать свои программы. Дай Бог вам удачи. Спасибо огромное. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственным верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии.
А мы сейчас заготавливаем сочни, да? Да. Режем тесто на кусочки. Режем тесто на кусочки очень нежно, стараясь не давить. Да. Очень аккуратно Амалия разделывает тесто примерно на равные кусочки. Обмакивает их в муке и делает из них округлые заготовки. Смотрите внимательно, я не буду мешать, Амалия сама расскажет вам. Из теста мы вот такие шарики одинаковой формы желательно. Тесто очень липкое, из-за того, что оно такое мягкое, приходится пользоваться большим количеством муки. И каждое тесто мы будем раскатывать в тонкий пласт такой с помощью скалки. Так как я в Москве в гостях у Сталика не первый день, мы уже готовили, и я привыкла к этой узбекской скалке, она мне показалась очень удобной. Вот. Решила с ней делать чеченский хингалш с узбекской скалкой. Я ненадолго вернусь в кадр. Дайте мне, пожалуйста, эту скалку. Вот, видите эту скалку? Амалия, вот вам подарок этой скалкой. Это ваша теперь скалка, не узбекская, а чеченская будет. Спасибо. Начинку нашу, вот это пюре, от края нужно оставлять где-то 1 сантиметр. Ну, не покрывать полностью, а оставлять примерно. Вот так. Второй край. Пшенное тесто. Это как бы технологии, как на чебуреки наши, привычные для многих. И вот таким способом убираем остатки лишнее. Можно пальцами прищемить для страховки, чтобы потом в процессе тыква не вышла у нас из теста. Все, наш первый хингал готов. Теперь мы будем запекать на сухой сковороде. На сухой сковороде? Да, это очень важно. Я хотел показать, на какой сковороде мы будем запекать. Сковорода у нас огромная. Это сковорода, которую в городе Кукмара, Россия, Татарстан, решили назвать сковорода-лавашница. Она 35 сантиметров диаметром. Сразу 2 хингалша можно выпекать одновременно на этой сковородке. Она из литого алюминия, но газовая горелка горит кольцом. Вот она, видите, следы от газовой горелки какие. Вот они. А тепло по алюминию распространяется очень быстро, и на этой сковороде все выпекается абсолютно равномерно. Напоминаю, Кукмара – сковорода для приготовления лаваша и также хингалш. Да, хингалш. Ну что, зажигаю огонь? Да, нужно разогреть. Отряхиваем нашу лепешку от муки. Наши лепешки пекутся очень быстро, поэтому нужно проверять частенько. Вот, посмотрите, как они поднялись. Это означает, что тесто получилось то, что надо. Я привыкла доставать их руками. Наша хингалш подходит к концу. Осталась совсем малая часть. Муку стряхиваем и на огонь. На сухую сковородку. Вот. Получилась вот такая горка. Хингалш напекли. Это нужно оставлять под закрытой крышкой. Вот. Сейчас последнее доделаем. Накормим оператора. Жалко, что нельзя будет ваших подписчиков накормить, угостить, ваших зрителей. Ну ничего, они могут приготовить по вашему рецепту Да. и попробовать все точно так же. Рецепты даются у нас абсолютно точные, абсолютно работающие. Посмотрите, вот так вот нужно менять. Ну а сейчас наши хингалш уже вот-вот будут готовы. Да. У нас у всех уже аппетит разгорелся. Мы ждем не дождемся, когда же будет готово полностью для того, чтобы перейти к следующему этапу. Так. Ой, Амалия, а можно я спрошу? Столько обрезков осталось.
какое хорошее тесто, столько обрезков осталось. Давайте просто их слепим и испечем. Я не хочу выбрасывать, грех выбрасывать тесто. Конечно. Давайте просто лепешечку сделаем и испечем. Мы не будем выбрасывать. А как обычно вы поступаете с такими обрезками? Вы расскажите. Лепешку делаем, Вот так вот. собираем. Вот так вот. На хорошей кухне Желательно, конечно, чтобы вот эти остатки тыквы, не оставались. да, там. да. Ну, ничего страшного. Да, это не испортит. А тесто, которое чепелш делаем, обязательно лепешку, ну, если остатки бывают. И от хинглс. Ну, конечно, это будет не народная кухня, если будут разбрасываться какими-то остатками, которые еще можно вполне использовать, которые можно съесть. Не случайно во всех народах считается большим грехом выбрасывать хлеб. Да? Большим грехом выбрасывать что-то съестное. Ты лучше приготовь и покорми того, у кого нет сегодня, может быть, куска хлеба. Но, слава богу, сейчас не такие времена, как-то хлеб, наверное, уж у всех есть. Но, тем не менее, если кто-то придет, сосед, и говорит, скажет, вот горячую лепешку мы испекли, возьми, пожалуйста, угостись. Кто откажется? Кто скажет, нет, я не хочу? Наверное, такой человек, с которым даже и здороваться не стоит. Но хорошие люди, все будут только благодарны. Давайте использовать в этой лепешке штучку, которую вы мне подарили. Умница, давайте. Мне Можно уже- я покажу вам Давайте. основные принципы, как формуется узбекская лепешка? Ну да, вот примерно все так же. Теперь сначала пальцами вот этот круг. И чуть-чуть растягиваем. И вот здесь, где образоваться должен бортик лепешки, я придерживаю ладонью и здесь сильно надавливаю пальцами. Понимаете? Сильно надавливаю. Ну и так, это надо в муку обмакнуть, чтобы эти были в муке все. И... Ах! Ну ничего, Ничего, нормально. ну ничего. Ну давайте. Первая в мире чечено-узбекская лепешка Да, отправляется на сковородочку. Сейчас мы ее... На сковородке иногда прилипает немного муки, да? Ничего страшного, мы же выпекали на сухой сковороде, без Да, масла. да, да. Значит, просто взяли, соскресли, и ничего страшного, все хорошо. А так, сковородка просто умница, сковородка просто идеальная. Ну давайте, бисмилlah рахман рахим. Ну, для лепешки нужно убавить газ. Да, у нас потолще как бы. Да, нагрев поменьше. Да, да. И у меня есть еще одна идея. Давайте. Вот, посмотрите, видите? Вот, крышечка. Раз. И пусть постоит под крышкой. Наверное, эту лепешку придется перевернуть. Да, Потому что да. все-таки это не тандыр, Да. это сковорода, греет только с одной стороны. Но под крышкой соберется сейчас пар, который будет выходить из лепешки. И этот пар поможет лепешке получше пропечься. Вкус топленого масла, настоящего топленого масла, это самое восхитительное, что может быть в кулинарии. Топленое масло плюс обыкновенный отварной рис – замечательно. Топленое масло плюс лапша – супер. Топленое масло плюс хингалш, плюс чепелш – чеченские блюда. Это тоже супер. Это замечательно. Ну покажите, как же вы будете это мыть. Да. Смотрите, я в такое блюдце налила горячую воду. Теперь каждый наш хингал нужно промывать это. Какая-то часть муки неизбежно пригорает на сухой сковородке. И обильно вот так смазываем масло. Каждый наш. не думайте, что тесто размокнет. Она смыла эту муку, с другой стороной, горяченький. Эта влага сейчас питается обратно в тесто и впитается вместе с этим топленым маслом. И тесто получится еще вкуснее. Знаете что, наша хингалш близится к завершению. Мы с Амалией задумались сегодня приготовить новое чеченское блюдо. И будем надеяться, что оно очень понравится. Вы это блюдо увидите в следующем выпуске. Вы должны подписаться, нажать колокольчик, не пропускать ничего. У нас здесь много интересного из кухни разных народов мира. И вы всегда узнаете что-то полезное и новое. Не уходите. Я оставляю Амалию. Она попрощается с вами.
и пожелает приятного аппетита. Правда, у нее это получится не хуже, чем у меня. Так, теперь мы проверим с нашим Сталиком лепешку. Думаю, она уже пропеклась хорошенько. Смотрите, какая красота получилась. Вот такая лепешка у нас. Как он сказал, узбекско-чеченская. Хингалс наши готовы, как вы видите. Мы их промыли, каждую смазали маслом. Теперь нужно разрезать. Они у нас получились мягкими. Тесто прямо рвется. Нежное получилось. Вот и все. Ну что, можно попробовать? Да, попробуйте. Давайте я попробую и пригласим операторов тоже попробовать. Вы же обещали, что будете операторов тоже угощать. Конечно, Ну давайте. всем приятного аппетита. Можно я Пробуйте. сначала лепешку разломлю, как полагается, да, чтобы все могли попробовать. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Всё вот так. Всем по маленькому кусочку, потому что впервые в форме узбекской лепешки Горячий. из чеченского теста испекли. Ух, Горячий. очень горячий, конечно. На сковородке пеклась, но очень горячая, так как будто бы на огне пеклась. Пробуйте. Можно я вот этот Мне кусочек очень попробую? интересно ваше мнение. Пробуйте. Макать в масле обязательно. Ребята, это очень-очень вкусно. Идемте все к столу, идемте пробовать. Спасибо, Амалия. Баркал вам. Приятного. На здоровье.